Когда Майкл Ривз наконец решил заняться ремонтом крыльца своего старого дома, он был уверен, что его ждет вполне предсказуемая картина. Сгнившие доски, несколько проржавевших гвоздей, возможно, немного сырости и плесени. Он никак не мог предположить, что находка под этими досками заставит его сначала позвонить соседу, затем срочно искать контакты специалиста, а уже через пару дней объясняться с представителями ветеринарной службы. Все началось в обычный теплый сентябрьский день и закончилось тем, что об этом написали местные газеты в нескольких округах. Майкл жил в небольшом городке в штате Алабама, в доме, который перешел к нему по наследству. Сначала от деда к отцу, а затем уже к нему самому. Дом был старый, но добротный, с крепким фундаментом и массивными балками. Однако крыльцо давно требовало ремонта. Оно скрипело при каждом шаге, а одна из досок уже заметно прогнулась и начала проваливаться. В то утро Майкл взял монтировку, вышел во двор и без особых раздумий начал поддевать первую доску настила. Под ней не оказалось ничего необычного. Просто влажная земля, несколько насекомых и тонкие корни растений, которые успели прорасти под крыльцом. Он снял вторую доску, затем третью, работая спокойно и без спешки, пока не добрался до четвертой. Когда он поддел ее и поднял, солнечный свет впервые за долгое время проник под настил, и в этот момент Майкл резко остановился. Он буквально застыл на месте и несколько секунд просто смотрел вниз, не в силах пошевелиться. Земля под крыльцом была полностью покрыта яйцами. Их было не просто много, их было огромное количество, сотни, возможно, даже больше. Они лежали так плотно, что между ними почти не оставалось свободного пространства, образуя сплошной слой от одного края до другого. Яйца были бледными, слегка вытянутыми, примерно размером с небольшой фрукт. Некоторые выглядели влажными, другие были частично утоплены в рыхлой почве. Все это пространство, которое Майкл раньше считал пустотой под домом, оказалось чьим-то гнездом и, судя по масштабу, использовалось уже давно. Он машинально сделал шаг назад, затем еще один, пытаясь осмыслить увиденное. Первая мысль пришла мгновенно. Змеи. Но почти сразу он усомнился. Змеи в этих местах не оставляют таких кладок, да и форма яиц казалась ему странной. Не тратя времени на догадки, Майкл достал телефон и позвонил соседу, Томасу, человеку, который считался главным знатоком природы в округе и к которому обычно обращались в подобных случаях. Томас пришел довольно быстро, внимательно посмотрел на находку, а затем признался, что за всю жизнь не видел ничего подобного. Они вместе начали снимать остальные доски, чтобы открыть больше пространства и понять масштаб происходящего. И с каждой снятой доской картина становилась все более странной. Яйца лежали не хаотично, как это обычно бывает в природе, а словно были аккуратно распределены по всей площади. Томас осторожно дотронулся до одного из них и отметил, что оболочка мягкая и кожистая, что характерно для рептилий, но при этом количество и расположение не соответствовали ни одному известному ему виду. Он предложил не гадать и обратиться к специалисту, потому что ситуация явно выходила за рамки обычного. Майкл связался с биологическим факультетом ближайшего университета, объяснил ситуацию, и сначала к его словам отнеслись с недоверием. Однако после отправки фотографий разговор стал гораздо серьезнее, и ему пообещали прислать специалиста уже на следующий день. Но на следующее утро произошло еще кое-что, что окончательно убедило Майкла, что дело необычное. Когда он вышел проверить крыльцо, он заметил, что несколько яиц в дальнем углу начали слегка двигаться. Это было едва заметное подрагивание, небольшие смещения, но сомнений не оставалось. Внутри что-то происходило. Майкл не стал ничего трогать, а просто сделал несколько снимков. Биолог, доктор Стивен Кларк, приехал раньше, чем планировал, уже в первой половине дня, и был не один. С ним прибыл молодой ассистент с оборудованием.
Они практически не тратили времени на разговоры, сразу прошли к крыльцу, опустились на колени и начали внимательно осматривать кладку. Кларк изучал яйца долго, почти не говоря ни слова, затем попросил фонарик и посветил вглубь пространства под домом, после чего его выражение лица заметно изменилось. Он тихо сказал что-то ассистенту, и тот немедленно начал доставать контейнеры и перчатки. Когда Майкл спросил, что происходит, Кларк ответил спокойно, что часть кладки действительно может принадлежать обычным местным видам, однако общее количество яиц абсолютно не укладывается в привычные рамки. Это означало, что под крыльцом существовала не одна кладка, а целая система размножения, возможно, формировавшаяся годами. Осматривая яйца, Кларк отметил, что некоторые из них отличаются от остальных. Они были крупнее, форма у них была немного другой, и именно эти экземпляры вызывали у него наибольшее беспокойство. Он предупредил, что центральную часть кладки лучше не трогать до прибытия дополнительных специалистов. Уже к вечеру территорию вокруг крыльца огородили сотрудники ветеринарной службы, а на следующий день к дому подъехали еще несколько машин с оборудованием и людьми, явно не связанными напрямую с университетом. Все доски были сняты, и кладка оказалась полностью открыта. При дневном свете стало ясно, что яйца лежат слоями. Нижние — старые, плотнее вдавленные в землю, верхние — свежие. В центре кладки грунт оказался заметно теплее, и именно там обнаружились первые пустые оболочки, аккуратно разорванные изнутри. Это означало, что некоторые существа уже выбрались наружу, но где они сейчас находились, никто не знал. Кларк решил осмотреть подвал, расположенный прямо под домом. Он спустился вниз вместе с ассистентом и через несколько минут попросил подать контейнеры. Когда он поднялся обратно, в одном из них находилось небольшое существо длиной около 30 сантиметров, с гладкой кожей и характерной формой тела рептилии. Во втором контейнере было нечто более крупное, темное, активно реагирующее на свет и движущееся значительно увереннее. Майкл задал прямой вопрос, и Кларк, не делая паузы, ответил: «Аллигатор». Это прозвучало почти спокойно, но смысл сказанного был шокирующим. Аллигаторы не должны были появляться в таких условиях, тем более в таком количестве и под жилым домом. Это означало, что они оказались здесь не случайно. Осмотр подвала показал, что там находилось несколько особей, причем некоторые из них явно жили там уже не первый год. Когда Майкл вспомнил и рассказал, что его отец когда-то владел зоомагазином и работал с экзотическими животными, все присутствующие сразу обратили на это внимание. В доме были найдены старые тетради, исписанные аккуратным почерком. В них содержались подробные записи: температура почвы, количество яиц, наблюдение за поведением животных, выживаемость, потомство. Это были не случайные заметки, а систематические наблюдения, проводившиеся годами. Оказалось, что отец Майкла намеренно создал под крыльцом особые условия, утеплил пространство, обеспечил циркуляцию воздуха, поддерживал стабильную температуру, фактически построив искусственную среду обитания. Его целью было проверить, смогут ли аллигаторы адаптироваться к менее благоприятному климату и образовать устойчивую популяцию. Первая запись датировалась началом 90-х годов, и с тех пор эксперимент продолжался почти 3 десятилетия. Итог оказался поразительным. Под домом сформировалась полноценная популяция из нескольких десятков особей разного возраста. Данные были переданы в научный институт, где подтвердили их ценность и достоверность. Дом Майкла официально признали объектом наблюдения, а животных решили не трогать. Стоя во дворе и глядя на разобранное крыльцо, Майкл понимал, что все это время прямо под его ногами существовал скрытый мир, созданный его отцом, и о котором он ничего не знал. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.
До свидания.